Привет, друзья! Вы на канале Swiss Stitch. Меня зовут Ирина, и это канал о рукоделии и вышивке крестом. И я начинаю свой очередной вышивальный влог. Сегодня день рождения у моего мужа, и я такая нарядилась вся, выкрасилась, накрасилась, и мы сейчас собираемся ехать обедать, и я подумала, а чё ж не воспользоваться моментом, когда я такая красивая, потому что это случается не часто, я мейкап делаю очень редко, и поприветствовать моих зрителей лицом к лицу, потому что мне сказать, собственно, это нечего. Так, чтобы вы не забыли, как я выгляжу. И вдруг кому-то приятно. Так что у нас весна, у нас красота, у нас все цветет и пахнет. Скоро зацветут пионы. Я пион даже не начинала вышивать, а я продолжаю со своим вышивальным казино. И покажу сейчас вам, что я там навышивала за субботу. А за субботу я практически ничего не вышивала. Я пекла торт. И, как обычно, я нашла какой-то рецепт и решила, мой муж очень сильно любит клубнику. Одним словом, испеку я торт клубничный. Начала печь, сначала все ушло по плану, все было хорошо. Потом, когда я начала делать желе, на упаковке написано, на этом желатиновой упаковке, листовой у нас желатин, написано, что, значит, этой упаковки хватает 20 грамм, хватает на литр. У меня 250 грамм. Ну, если литр разделить на 4, получается 250 грамм, значит, 12 листов этого желатина надо разделить на 4, получится 3 листа желатина. Я так и сделала. Короче говоря, он у меня, этот желатин, не застывает, не вода водой. Даже не кисель, просто тупо вода. Я залила один раз торт. Она вся вытекла из этой формы. Я думаю, да что за фигня, может надо подождать, чтобы оно немножко постояло, схватилось. Нет, нифига, ничего она не схватывается. Пришлось мне делать по новой этот желатин, и по новой я там уже своими каким-то методом втыка нашла результат и залила. Ну, в общем, торт мне не понравился. Не буду я больше такой торт печь. Видеорецепт я снимала, но вот я сейчас сижу и думаю, монтировать его или нафиг, потому что там идет на секундочку 400 грамм клубники. Клубника у нас как бы не могу сказать, что сильно дорогая, но и не дешевая, даже если это сезон. Поэтому как бы так, мужу понравилось, сказал, вкусно, ну и слава богу. Вот. Покажу, что я там навышивала. В оставшиеся полчаса, которые мне остались вечером, после мучений с тортом. А навышивала я... извиняйте, качнула вас. Довышивала я вот эту ромашку, которая у меня была. Потом доделала вот эту ромашку. И я решила, что все, 400 крестиков здесь есть. Хватит, не хочу я эти ромашки вышивать. Я хочу вышивать тюльпаны. Не знаю, сейчас брошу кубики, если не выпадет то, что мне нравится, буду вышивать тюльпаны. Ну вот перед вами торт, рецепт мне не понравился, очень жесткий корж получился, песочное тесто, туда добавили белки, этого делать не надо было, и кремовая прослойка, она вкусная, там белый шоколад и сливки, но слишком сладкая, как по мне. И опять же, как я говорила, желатин, он не застыл. Ну, если подработать рецепт, выйдет неплохой торт, но неохота заморачиваться, честно говоря. Ну что ж, покажу вам еще разочек поближе мои ромашки. Вот посмотрите, какие они красивые, нарядные. Ничего не видно, как-то странно. Ну вот, красота красотой, почему-то мне не хочется их вышивать, и поэтому я брошу кубик. Я так думаю, что все-таки 400 крестиков здесь будет, потому что здесь появилась уже вот эта большая ромашка и вот эта ромашка, я думаю, да. Итак, что же нам новый день готовит? Я надеюсь, что-то, что мне хочется.
И это 9, а 9 петух в маках. Петух в маках. А хочется ли мне вышивать петуха в маках? Мне хочется тюльпаны вышивать. А почему я обязана вышивать то, что мне выпадает? Может, мне вышить все-таки тюльпаны? А ну-ка, давайте еще разочек попробуем. 11? Нет, 4. 4 мирабилия. Может, 4? Может, мирабилику повышивать? Ой, кого я обманываю? Так. Второй бросок, это значит 400. 400 это значит 400 крестиков. Ну хорошо, я возьму петуха в маках и вышью на нем 400 крестиков. Тем более у меня петух в маках в саге. И я буду четко видеть, когда у меня эти 400 крестиков вышьются. Не будем уже обманывать. Решила делать казино. Ну что ж, буду делать казино. Покажу вам петуха. Где он у меня? Сейчас я его найду. Погодьте минутку. Я уже такая, знаете, думаю, может, я много замахнулась. Может быть, надо было на весну оставить только весенние дизайны. Это весенние кружева, Red Spring, Primavera, тюльпаны. А все остальные, они типа в летние пойдут. Я начинаю уже мухлевать здесь, я так полагаю. Ну, ладненько. Итак, петух в маках. Смотрите, какой он шикарный, этот петух. Он вообще просто восторженный. И у меня уже один мак нарисовался. И уже сюда перо одно нарисовалось. И это хвостичек у него какой красивый. А вот здесь будет сам петух. И здесь, по-моему, еще один мак будет. Ну, короче говоря, нас ждет 400 крестиков. И посмотрим, будут ли они здесь заметны. Ну и до следующего. Сегодня будут спиливать наше огромное дерево. И я была очень сильно удивлена, что это будет делать девушка. Видите, два парня ходят вокруг, а девушка пилит. Вот в такие времена мы живем. Они тебя испугались. Все, пойдем. Первый раз увидели ослика. И такие смотрят, чего это она разоряется, что это за зверюга такая здесь. Зверюга, айяма. Ну, продолжаем познавать мир. Мы увидели первый раз курей. Но... Но sono buoni. Andiamo. Вот такая красота весной у нас. Лоло, ti piace? Пупи. Ну вот и все. Пока мы гуляли с Лулу, больше дерева. Пошла молодая крапива, вот решила сделать себе отвар крапивы, волосы укреплять. Не знаю, я в молодости очень часто делала всякие там такие разные штучки для того, чтобы укреплять волосы. А сейчас что-то я не очень этим занимаюсь. Ну вот сейчас проварю минуток 5 и оставлю настаиваться. А сама пойду покрашу волосы. И она как раз настоится. Связала в пучок эту крапиву, чтобы не чтобы потом не процеживать, чтобы уже настой был, прополощу волосы и готово. Как вы делаете такие манипуляции с вашими волосами? Или вы доверяете современным шампуням и маскам?
петух в маках, и добавилось в них днем 400 крестиков. И они даже заметны, как вы можете видеть. Я вот здесь начала вышивать очередной мак, и вот здесь чуть больше 460 там чего-то крестиков. И, как это ни странно, неожиданно, за вчерашний вечер я это вышила. Ну, вот так, когда ты думаешь, да, я сейчас раз, два, три и вышью, и это тянется, и тянется, и тянется. И когда я совсем не ожидала, что я на петухе, потому что последний раз, где я тут вышивала, ну, мак я, по-моему, нет, вот это я вышивала, хвост. Что-то так долго он у меня шел. И я так думала, что я не смогу, тем более вчера, как вы уже знаете, праздновали день рождения, и я совсем не ожидала, что у меня так лихо он пойдет. Я вышила 3 цвета от вот этого мака. Я выбрала, ну, самое большее количество этих цветов. Это, ну, начала с этого, чтобы как бы зацепиться за этот хвост, а потом пошла вот этот розовый вышивать, и этот розовый был больше всего крестиков. Потом светло-розовенький пошел, и потом вот такой сиреневенький. И он как чудесненько у меня отшился, ну, не половина, но кусочек мака. Замечательно, просто принесло мне огромное удовольствие. И я поняла для себя, что мне нравится очень сильно Belfast. Вот это Belfast. И мне на нем так приятно вышивать, я вам просто не могу передать. Чудесный дизайн. Он мне очень нравится. Если вы помните, я хотела его на фартух, но потом подумала, нет, такую красоту на фартух это просто грех. В рамочку и на стеночку. Вот так. И посмотрим, что же мне выпадет следующим дизайном. Вышивать следующий дизайн. Так, давай 11. Нет, 5. 5 весенние кружева. Ну вот мои кубики очень любят весенние кружева. И посмотрим, сколько же крестиков. 1000. Вау! 1000 на весенних кружевах. Это, наверное, я не знаю. Мне придется их закончить. Потому как... Что тут у нас на весенних кружевах? Давайте посмотрите. Посмотрим, да, последний раз я вам плакалась за этот Black Walk. Какая я бедная несчастная. И у меня он очень долго вышивается. Ну и что же, я, пожалуй, продолжу вышивать вот эти 2. Мне осталось 2 этих кружочка вот здесь. Один внизу. И один вот здесь. А потом мне надо будет делать вот эти элементы хардангера, я так полагаю. Вот здесь вот эти окошки, эти окошки вышивать, если я не ошибаюсь. Ну, посмотрим, что мне удастся сделать. И встретимся, когда что-то удастся сделать. Как водичка, Лулу? Пьем водичку полностью в водичке. Закусить. И я все-таки вас не могла оставить без рецептика. И вот нашла прикольный рецепт. Называется медовая шарлотка. Он такой темный, не потому что он подгорел, а потому что там мед, и он такой получается темноватый. Там полно всяких
приправ, имбирь, что там, мускатный орех. Ну, очень интересные и вкусные. Если еще не смотрели, посмотрите, вкусно. Итак, это заняло 3 вечера, но я это сделала. Я сделала 1000 крестиков, ну, 1000 значков на этом дизайне, и далось мне это, как вы понимаете, за 3 вечера не так легко и просто, как мне хотелось бы. Ну и что же вы видите, закончила я этот Black Walk, и этот Black Walk занял 2 вечера, поэтому это было все так печально и долго. 2 мне кружочка оставалось, вот я их доделала, эти кружочки, потом я сделала вот эти элементы, которые здесь. Сейчас я вам все это покажу поближе. Вот смотрите, какие интересные шовчики. Внутри здесь еще будет хардангер, естественно. Ну, прорезать вот так вот надо будет. И вот они в каждом кружочке, эти штучечки. Не знаю, вот это я делала до этого или в этот раз. Я уже, честно говоря, не помню, что я там делала, что я там вам показывала. Ну вот на данном моменте у меня самое сложное для меня это вот этот Black Walk закончен. Здесь у меня остается сделать элементы хардангера и во всех вот этих окошечках, которые вы видите. И потом это все пришить бисер. Ну, еще приличненько работы, потому как не так быстро это все делается. Вот этот элемент называется Edelweiss. Очень красивый, посмотрите. Я уже, конечно, делала этот элемент, но как все-таки удобно Юля придумала с этими видео мастер-классами. Это вообще просто для самых, знаете, начинающих. Вы смотрите и просто повторяете. Она полностью вот в живом времени, там, не ускоряя, не вырезая ничего, она все с вами вышивает вот этот цветок. И для самых неопытных, вот если вы никогда не делали, вы сделаете красиво, аккуратно, и потому что, мне кажется, у меня такого аккуратного никогда Эдельвейса не получалось. И как я уже сказала, я делала его несколько раз, я все равно смотрела этот видео-мастер-класс, и делала по видео-мастер-классу, и открыла для себя там некоторые штучки интересные, которые я не знала, которые раньше я не применяла, и такое все прочее. Так что класс очень рекомендую, если вы хотите и боитесь хардангер, вот берите наборы Юли, которые сопровождаются этими мастер-классами. Знаете, я с этим хардангером как будто в карты. Я в карты вообще не запоминаю игры. Единственную игру, которую я запомню играть в карты, это дурак. Ну, а все остальные, хотя летом на пляже играешь, там 153 разных варианта, и ты во все эти играешь, лето заканчивается, с пляжа уезжаешь, у меня из головы это все выветривается. И когда в следующий раз опять играть, я все время прошу, расскажите мне правила игры, что тут надо делать. Вот так точно с хардангером. Я это делала 150 раз, ну, делать заново я не помню, как это делать. Естественно, я могу поднапрячься, там в YouTube поискать мастер-классы, найти их. Ну, когда у тебя все есть, пожалуйста, все готово, все разложено по полочкам. Почему нет? И, кроме того, Юля, как я уже говорила, дает сагу и PDF формат. Ну, вот я вот эти элементы я предпочитаю, я не знаю почему, но мне удобнее в PDF формате вышивать вот эти штучки. Как это, блоки, да, называются? Не знаю. Вот это, ну, практически все я в PDF формате вышивала, и то в саге только отмечала, ну, чтобы видеть, сколько я сделала, сколько я не сделала. Ну, и, конечно, красота, вот, посмотрите, какая получается. Очень красиво, прям восторг. Вот действительно кружева, весенние кружева. И ну, надо отдохнуть от них. Мне надо отдохнуть, потому что я вам говорю, я не понимаю, почему мне так тяжело это дается. Ну, я не сдаюсь, я буду продолжать. Я все-таки научусь его делать так, чтобы он меня не напрягал вообще. И потому что получается, ну, очень красиво. Ну, посмотрим, что у меня будет следующим дизайном.
А пока я прощаюсь с весенними кружевами. Так, вот подниму, даже руками трогать не буду. Смотрите, смотрите и удивляйтесь. Это номер 11. А номер 11 у нас это что? Угадайте с одного раза. Это у нас тюльпаны от Милхила. Ура! Я этого хотела. Я это получила. Ну и посмотрим, сколько же крестиков надо сделать. Но. Будем считать 2000. Ну, потому что 200 как бы, ну, совсем это ни о чем. Так, ну и где же наши тюльпаны? И вот они, наши тюльпаны. И что у меня тут имеется на данный момент? А вот что. Ну, конечно, я вышиваю по бумажной схеме, и я вот считать как бы мне совсем вручную, закат солнца вручную, мне как-то не по кайфу. Вот схемка, я надеюсь, я никого не обижу. И вот закрашенная, и вот не закрашенная, что у меня осталось. Ну, выщу тазик как минимум. Ну и дошью сами тут тюльпанчики здесь. А что я схемку показываю? Сейчас покажу на картинке. Так. И что же тут у нас есть? А где я? Чем я вам показывала, что у меня ничего нету, совсем как бы не подготовленная я. Ладно. Так, остался мне вот этот тюльпан, вот эта вот травка, вот здесь травка, тазик, это и рамочка. Ну, я не знаю, сколько здесь крестиков, честно говоря. Ну, посмотрим, как настроение будет, сколько... Ну, не 200, так я точно 200. 200 это вот тюльпанчик, может, сюда этой травкой 200 будет. Конечно, мне хочется побольше. Мне хотя бы закончить вот это вот надо, саму композицию. А потом уже с рамочкой и с этой определюсь, как пойдет. Если будет настроение, то попытаюсь закончить все крестики. Хотя, ну, как бы прилично. Но зато здесь вот, мне кажется, такая достаточно большая зашивка. Это не так часто менять. Хотя и здесь не особо так часто меняется. Они как-то очень логично. Берешь ниточку, дошиваешь ее до конца. Так что я думаю, все будет хорошо. Ну, встретимся, когда что-то будет. Мама зовет своих птенчиков. А птенчики, что делают птенчики? Вот один. А где еще двое? А вон они. Трое. Четверо. Вас мама зовет в другую сторону. 5. Боже, какие маленькие. Стараются вылезти. Мама, иди сюда. Ну вот, что я вам хочу показать, это то, что я успела пошить. Тут, кажется, вообще ничего я не успела пошить, но это не так. Я тут на этой стороне все листики травки дошила, здесь тоже листики травки дошила и начала вышивать здесь вот этот тюльпанчик. И вчера я очнулась уже 1:30 ночи, думаю, так, нет, надо завязывать, потому что дело в том, что мне надо засыпать вообще-то до 12, потому что потом это все очень сильно осложняется. Я просто тупо не могу заснуть.
Ну, к счастью, я заснула, все было в порядке, я проснулась. Ну и наверняка здесь 200 крестиков-то я сделала, но я все-таки хочу еще повышивать. И, скорее всего, на этих выходных я буду вышивать тюльпаны. Я там планировала, что я сейчас как махну, и тюльпаны дошью, и тазик дошью, и все, чуть ли не все я дошью. Ну, не так сталось, как мечталось, как говорится. И буду я продолжать вышивать тюльпаны. А на следующей неделе я уже брошу кубики и посмотрим, что мне выпадет вышивать дальше. А на этом я с вами, друзья, прощаюсь. У нас уже чуть ли не лето, весна, распустились даже пионы, так что теплынь и особо вышивать не сидится, тянет на улицу, тянет погулять, потому как на следующей неделе предпасхальная неделя, к сожалению, не очень хорошая погода, так что в эти выходные надо успеть насладиться прекрасной погодой. Я вам также желаю насладиться весной, желаю, чтобы весна была красивая, теплая, как у нас. И всего доброго, до следующего видео. Всем пока-пока. У нас уже начинаются пионы. Красота. Вообще красота. Смотрите, какие красивые у меня тюльпанчики есть. С такими краешками мохнатыми. Класс. Такие. Еще вот такие.